everybody! Доброе утро всем! Мы в Германии, 22 февраля 2023 года. Завтра, 23 февраля, День Советской Армии и Военно-Морского флота. Но это будет завтра. А сегодня нам до Дрездена, вернее, до точки выгрузки 50 километров. Погода, ну, скажем так, 7,5 градусов, достаточно тепло, правда, солнца нет, как вы видите. Отстояли паузу ночную достаточно долго, поскольку я там закончил, сейчас помню, в 15:30, кажется, закончил. Не 15:30, вру, 15:15 я закончил, 5 минут мне оставалось до конца 12 часов рабочего. Как говорил вчера, с диспетчером обсудили, поскольку я все равно не успеваю, так и не надо брать пятнашку, она нам еще пригодится, поэтому, потому что неделя-то длинная у меня. 24-ю надо будет стоять. Вот. Ну а так, посмотрел вчера кинчик, отредактировал одно видео, 2 доделал на ютубе. Один из них вчера вышел, да, по-моему, видос. Сегодня второй, и вот сейчас сохраню вчерашний, а то, что я вчера сделал, и заброшу на YouTube. Залив, так сказать. Ну, нормально отдохнул, выспался, пришел в норму, потому что все-таки вот этот переход в воскресенье, который я начал, рабочий день начал официально 11:30, а по факту я проснулся в воскресенье утром и все, и больше не мог нормально спать. Часик или полтора в течение дня в воскресенье поспал, никак не мог себя заставить. Глаза закрываешь, но сон не идет. В итоге, тяжелый достаточно понедельник. У меня был, вернее, ночь понедельника на вторник. Но сейчас я просто пришел в порядок, отдохнул, нормалек. И едем на выгрузку, везем автомобильное стекло, 20 ящиков, ну и дверное, так скажем. Я не знаю, для каких машин, но я думаю, что для грузовых. Каких-то грузовых машин. Настроение, как говорил, уже отличное. Надо было вчера приехать, но там нереально было все это сделать. И посмотрел по Google, они работают сегодня с 8 утра. С 8 до 5. Я приезжаю к 7:30, где-то без 28. Но если с 7, так сразу пойду на выгрузку. А если нет, так буду ждать. Вчера прочитал один комментарий, вернее, я сегодня его прочитал, но я так и не понял комментарий к видео 323, по-моему, видео. Звучит он как-то так. А я сейчас посмотрю, как звучит, ребята. Потому что как-то я еще не понял, почему о чем комментарий вообще. До конца не понял, может быть, неправильно человек выразился. Дима, подписчик. Сейчас я вам прочту. А если ночь стояла с нарушением, то приходится ехать по максимуму. Получается, что на следующую ночь сон меньше. Как водителю оплачивается это время? Дима, я как-то Дмитрий, вернее, тут написано, я как-то и не понял этого вопроса, что значит стоял ночь с нарушениями. Какие нафиг нарушения? Ночью стоял, ты должен отдохнуть, если у тебя есть возможность, 9 часов, либо 11, если уже такого нет. Как можно с нарушением стоять ночью? Вот это я что-то не понял. Я там рассказывал в видео, что у меня нету нарушений, не оштрафовала меня полиция, что я не там стоял. Потому что могут оштрафовать, ты стоишь в неположенном месте. Ну, в принципе,
когда перед паркингом становятся машины, дают проезжать другим. В основном, конечно, и тем более на ночь, да, это как-то пропускает. Но все равно человеческий фактор, может полиция по-разному проснуться, полицейский не так проснулся, грубо говоря. Мало ли что может быть. Или не выспался, или там еще какие-нибудь проблемы семейные, понимаешь? И могут просто оштрафовать, повесить эту штуку. Листик счастья, так сказать. Либо проезжающая машина легковая, да любая машина сфотографировала и послала куда они любят посылать. Как говорил мой подписчик, немцы любят порядок. Они не стучат, они любят порядок. Это мы стучим, якобы. И смех, и грех. Ну вот, поэтому я говорю, что я как-то не понял этого вопроса. Я скажу больше. Нарушение отдыха в этом режиме труда и отдыха, это самый большой грех, это самое большое нарушение считается. Ты можешь больше проехать, да, ты можешь, конечно, не надо это делать, я просто сравниваю, да, проехал больше, да, там, чем 4:30, проехал больше, чем там 10 часов, либо 9 часов. На это еще могут там, в зависимости от человека. Но когда ты нарушаешь именно отдых, даже можно сказать, иногда, что ты отработал, может быть, больше, там, на 10 минут, 15, да, соответственно, с распечатками могут тебя простить. Но когда ты нарушаешь свой отдых, сон прерываешь, это считается самое большое преступление, так сказать, грех. То есть за это могут быть офигенные штрафы. Другой, бывает момент, что там типа тебя разбудили, надо подвинуться или же какая-нибудь вещь. Тогда делаешь распечатку и пишешь причину, почему, что и как. Как-то вот так. Поэтому о каком нарушении ведется речь, я не понимаю. Я там сказал в видео, что я стоял почти 11 часов, но я не должен был стоять 11 часов, у меня было запланировано 9 часов пауза и ехать побыстрее. А пришлось стоять больше 10, почти 11. Так это не нарушение, это... Даже если бы я стоял 11 часов, у меня все равно считалась бы девятка, потому что я отработал в тот день, по-моему, почти 15 часов. Да, 15 часов, там без 20 минут, по-моему, без 30 минут, 15 часов я отработал. То есть, по-любому, я бы даже 20 часов подстоял бы, мне все равно бы засчитано было бы девятку. 15-часовой рабочий день. Поэтому я не понял вашего вопроса. Конечно, не надо нарушать. Я не собираюсь, и думаю, что никто из ребят, подписчиков, не планирует нарушать именно время отдыха. И далее вторая половина, если придется ехать по максимуму. Что значит ехать по максимуму? У тебя есть опять РТО, режим труда и отдыха, в котором сказано, что 2 раза ты можешь заниматься вождением до 10 часов, не более 10. А также 3 раза в неделю ты можешь отработать более 13 часов, так скажем, до 15. Соответственно, отдохнув при этом 9 часов. Почему это берется 15,9, да, 13,11? Потому что сутки это 24 часа. Рабочие сутки начинаются в момент, когда ты становишься на молоточке. Не когда ты открываешь страну, а именно когда ты просыпаешься, становишься на молоточке и начинаешь делать осмотр судна, хотел сказать, машины. Вот с этого момента начинается рабочий день, рабочая смена. И рабочая смена, рабочие сутки. В сутках у нас 24 часа. То есть рабочие... Вот ты открыл, скажем, в 6 часов, молоточки поставил. В 6 часов следующего дня заканчивается рабочая смена. В эту рабочую смену, 24-часовую, ты должен и вложиться на отдых, и вложиться на работу. То есть, если ты 13 часов отработал, то тебе нужно отдохнуть 11 часов, и только после этого
снова встать на молоточки, начать работу, не ранее. Ну, соответственно, это может быть и, вот, например, ты 6 часов отработал, и потом 11 часов отстоял, то есть всего лишь 17 часов, и ты можешь уже открывать новую смену, и с этого момента опять начнется новый день. Что такое 15,9? Опять же, 15 часов ты отработал, грубо говоря, до 24 часов у тебя остается 9 часов. Вот в эти сутки ты можешь отдыхать не менее 9 часов. Как-то вот так. Поэтому иначе очень не советую нарушать это дело. Штрафы очень суровые, причем если, не дай бог, что-то случится на дороге, не дай бог, будут травмы или летальный исход, то виноват по умолчанию будешь ты, даже если ты не виноват по факту. Потому что тебя в это время на этом месте не должно было быть. Ты должен был отдыхать и выезжать там, типа, ну, не когда ты выехал, а много позже. Надеюсь, я достаточно нормально своими словами объяснил, что такое 9-11, и ни в коем случае не советую нарушать. Это реально большой, огромнейший штраф может быть. Вот, а по поводу ехать по максимуму, ну как ехать по максимуму? Ты же, мы все, как, грубо говоря, профессионалы. Мы сами можем, если тебе диспетчер не указывает, ты сам можешь посчитать, как, куда и сколько тебе ехать сегодня, сколько едет завтра. По максимуму, это, в моем понимании, по максимуму, это не 1000 километров в день ты должен проехать, а сколько тебе позволяется сегодня проехать. Либо до 10 часов, либо до 9 часов. И никогда не надо забывать, что последний час, в принципе, тебе дается на поиск паркинга, да, ну, где ты остановишься на ночь, или это после 4,5 часов. Ну, нет, там не час. Короче, завершающий час рабочей смены, рабочего вождения, смены, дается специально на поиск паркинга. Просто тебе может повезти, мне может повезти любому, что ты вот пошел 10-й час, либо 9-й час, а десятка тебя нет, и ты сразу нашел паркинг. Это никакое не нарушение, это просто тебе повезло. А может быть так, что ты его найдешь только на 59-й минуте десятки или 59-й минуте девятки. Как говорится, как карта ляжет, как твоя чуйка работает, как ты, насколько ты опытный, насколько ты знаешь дороги, местоположение паркинга, ведешь ли ты там записи какие-то. Но при этом надо всегда учитывать, что нужно заезжать на паркинге, либо в районе паркинга снижать скорость до какого-то определенного момента. Блин, вот зачем ты так гонишь? Я, блин, еду, он, блин, гонит, блин. Чтобы инспектор, если ты переехал, да, и у тебя будет распечатка, в которой будет написано, что не было паркинга, а ты продолжал все время движение со скоростью 80 км в час, то, естественно, тебя оштрафуют. Но если у тебя будет там видно, что ты там на один паркинг заезжал, на второй паркинг заезжал, на третий паркинг заезжал, то, возможно, не пронесет. Теперь по поводу оплаты. Я что-то не понял, что в таком случае оплачивается, вообще должно оплачиваться. Ты профессионал, ты регулируешь свое рабочее время. За что тебе доплачивают? Не, ну если там на фирме какой-то там, ну я сомневаюсь. Все обусловлено, либо тебе почасовую платят за рабочий день, либо тебе платят как-то оклад или... А так, дополнительно за то, что ты куда-то ехал, тем более как сверх. Ты не можешь ехать 11 часов, 12, как бы ты не хотел. Не, ну ты можешь ехать за свои деньги. А так-то... Я так понимаю вопрос, просто... Ну, серьезно, Дмитрий, я до конца не понял вопрос. Я задал там встречный вопрос, что
что вы имели в виду под своим постом. Надеюсь, вы там посчитаете и ответите. Зенит, я что-то не понял. Я ухожу, он сдалека несется со второй линии, переступает в мою полосу, с левой полосы в мою полосу. Зачем? Сказал спасибо, может быть, дошло до него, что, блин, я давно уже перестраиваюсь. Ну, вот такие вот дела, ребята. 29 километров, скоро приедем. Скоро, наверное, придет задание. Кстати, вчера опять, в очередной раз, когда все мы это обсудили, когда же я приехал на паркинг, я позвонил диспетчеру и говорю: Артем, смотри, мне остается 120 километров до конца 5 минут, 7 минут тогда было, до конца 13. Мне закрывать смену или ехать дальше? Он говорит: закрывай. Я все, я, говорит, написал ему: сообщи, пожалуйста, в офисе, чтобы не было через 2 часа звонков с вопросами, почему я не еду. Ну, звонков не было, значит, он сообщил, предупредил. Так что все в порядке. Ну, ладненько. Едем дальше. Сегодня, думаю, будет длинный день. Знаете, еще хотел сказать такую вещь. Вот эти вот пятнашки-тринашки, да, то есть 9, 11, 15, либо 13, как хотите их называйте. В принципе, я всегда называю 11-9, так скажем. Потому что надо считать отдых, а не работу. Не, ну, хотя можно запутаться. Ладно. Хочу сказать, что вот когда вы работаете по месту, да, то есть, скажем, по Германии, да, небольшие переезды туда-сюда, туда-сюда, очень важно именно вот эти часы рабочие. Лучше как бы их, если ты видишь, что ты не успеваешь сегодня приехать, лучше не ехать, лучше оставить на потом. Ну, можно, конечно, сразу все выработать и как бы вытереть руки и сказать: ребята, я не могу больше ехать в следующий раз, у меня уже все девятки. Но это, я сейчас говорю о местных, да, перевозках. Когда ты видишь, что ты не успеваешь, не надо лучше ее брать, пятнашку, потому что это могут не понять в офисе. А здесь как бы больше получается рабочее время важно, а не время вождения. Потому что если по месту работать, это частые погрузки-выгрузки. А ведь если вождение ты стоишь, оно не идет, то рабочее время, оно движется. Неважно, ты едешь, стоишь, чай пьешь, грузишься, разгружаешься, время рабочее идет. Поэтому лучше его беречь и именно акцентировать внимание на этот момент. Если вы идете далеко, дальние переходы, там 1000, 2000 километров, конечно, здесь важен момент вождения. То есть, если бы я ехал далеко ехал, да, тогда у меня отпадало сомнение, остановиться или не остановиться, беречь или не беречь 13-15, да, я бы по-любому ехал, как говорится, по максимуму, да, ехал, пока я не понимал, что все, скоро закончится время, надо искать паркинг. Вот такая вот разница. Потому что там важно именно время вождения. Погрузок-выгрузок нету, рабочее время только идет на паузу. И тогда уже фигачишь, паузу сделал, опять пофигачил, паузу сделал, опять пофигачил. Вот в этом и есть разница. Некоторые диспетчера, ребята, это, мягко сказать, до конца не понимают. Они не хотят въезжать в эту фишку, потому что они не работали за рулем, они немножко не понимают. Им по барабану, по месту ты работаешь или дальний период, едь и едь. А то, что потом в итоге получится, что ты по месту работаешь, а у тебя времени больше нету 15, а нужно якобы рано встать, и поздно выгрузиться. Вот
такая вот вещь. Я скажу более того, я бы выдавал бы лицензии, ну как, не то, что я считаю, что любой диспетчер, приходящий на работу, должен изучать РТО. Какая-то должна быть программа, по которой должны диспетчера проходить тестирование, обновлять свои знания, да, там раз в год, например. И ходить, прослушивать, не знаю, просматривать некоторые учебные пособия относительно РТО. То есть не 95-й год, как все принято говорить, 95-й год, 95-й год. 95-й год — это общая база знаний, которая включает в себя много разделов, начиная от технического обслуживания машины и заканчивая режимом труда и отдыха, то есть, как мы говорим, работы с тахографом. Просто РТО — это одна из составляющих 95-го года. И знание именно вот этой части очень важно для диспетчера. Ему не надо знать про давление в шинах, как крепить груз, да, вот все эти нюансы. А вот знание режима труда и отдыха ему надо знать. Причем надо знать так, что ночью его разбудишь, он тебе скажет, сколько можно ехать, сколько нельзя ехать. Даже можно сказать так, что ему не нужны знания, как становиться на паром, да, как съезжать с парома, вот эти вещи, как работать с тахографом. Но само понимание РТО ему важно. Чтобы не было таких вопросов, как ты приехал на загрузку, загрузка идет 1,5 часа, тебе звонят, почему ты стоишь на молотках. Да, вот это вот тупой вопрос, а почему ты стоишь на молотках? Почему ты 2 часа стоял на молотках? А на чем я должен был стоять, если я занимался погрузкой-выгрузкой? Да, если я сижу в кабине, я могу поставить стульчики. Но когда я выхожу из кабины для работы, неважно, гружу, выгружаю, открываю тент, закрываю тент, креплю, не креплю, сразу надо ставить на молотки. И не забывать, что когда вы глушите машину, ну во многих, скажем, большинства тахографов, он становится автоматом на стульчике. Есть ребята тахографы, которые не ставят на стульчики, оставляют вас на молотках. Но такие тоже есть, надо это не забывать, надо всегда ознакомливаться, потому что были случаи, когда по привычке либо в одну сторону, либо в другую сторону человек думал, что он на стульчике стоит, а он, оказывается, на молотках стоит. И если я не ошибаюсь, по-моему, есть такая фишка, что нельзя работать, это молотки и вождение, подряд 6 часов. Более 6 часов ты должен ставить на 45-минутную паузу. Неважно, 4,5 часа ты проехал или 3 часа ты проехал. Но если ты в сумме подряд это было 6 часов, ты должен ставить на паузу. Но это, я считаю, правильно. Какая разница? Я 3 часа гружу, выгружаю груз, креплю, раскрепляю груз. И потом еще 4,5 часа должен ехать. Ну, чтобы таких вот нюансов не было, тогда надо самому думать, как, что и где там ставить. Чтобы было все красиво и не было вопросов у диспетчеров. Конечно, если вы стоите, тоже тут надо так хитро подходить к этому моменту. В плане того, что, например, вы приехали в загрузку, у вас осталось 15 минут вождения. Да? Конечно, лучше сделать так, чтобы какое-то время постоять на... Что он там делает? Какое-то время постоять. Или в процессе молоточков постоять на этой самой, на паузе, да, чтобы 45 минут было, потому что мало ли что вам скажут, надо переехать на другой склад или что-то, а вы приехали, у вас осталось 15 минут, пошли в офис, вернулись, вам сказали поехать на ту рампу, это еще 5 минут, потом вы там чуть-чуть загрузились, вам сказали переехать на другую рампу, да, а вы встали на рампу, на молоточках, ждете, когда начнется погрузка, вам говорят, нет, погрузки не будет, идите на ту рампу. Поэтому, конечно, лучше
как бы освободиться, да, в 45-ку у вас, отстоять паузу, а потом уже поставить на молоточек. Ну, а это такие хитрости местного значения. Но, повторяю, это зависит от вас, от вашей чуйки, от вашего понимания, как что будет происходить. Ну и плюс то, что если выгрузка происходит без вас, более 3 часов, надо не забывать, что это можно воспользоваться такой ситуацией, как 3 плюс 9, то есть 3 часа пауза, вы можете работать 9 часов, но будет засчитано вам как 11-часовая пауза. Ну, не 9 часов работать, а потом 9 часов отдыхать, отработав 15, потом отдохнуть 9 часов, будет засчитано как 11-часовой полноценный отдых, то есть как 15. Ну ладно, это я попытался что-то рассказать, надеюсь, кому-то дошло. О, блин. Талый Валдис поехал. Ёпарас, надо позвонить. Куда это повесить? Полтора километра уже. Я где-то вот здесь был, с левой стороны, в Дрездене. Какую-то я выставку туда возил. Ну ладно, 1200 метров до места выгрузки. Чуть не ехал вправо, блин. Что-то этот стационарный я переключил на план, потом на навигацию, мне показывает направо ехать. Такой кадр, блин. Остальные все мне так. Там написано прямо у нас тупик. Вот, кирпич прямо. А нам направо надо. Тупик. Понятно, тупик. А где тупик? Если нам нужно Мария Рейчес Штрассе какой-то там тупик. Надо чуть дальше, кстати, вот одно место для паркинга есть, как вы видите. Салават нам нужен, Салават Юлаев. Кто за мной не едет, как обычно? Кинетик. Так. 400 метров показывает. Надо не забывать, что, блин, написано, что он с 8. Сейчас будем смотреть. А, вот Солават. Соларват. А, Соларват, а не Салават. И дальше куда нам? Ну, не сюда точно. Вот сюда нам направо. А дальше куда нам? Соларват. Так, второй перекресток написан. Направо. Ну, конечно, но надо за мной ехать. Второй. Delivery. Где этот второй delivery? Там, наверное, ремонт дороги. Ой, блин, да запарили вы, блин. Езжайте туда. Вообще надо проехать чуть-чуть вперед, блин. Какая-то фигня. Я же не виноват, что тут.
Ладно, если мы что, выйдем задом. Написано было здесь грузовые машины заезжают. Ну, по-моему, фиг там, а не грузовые машины, блин. Так скажу. Конечно же, кто-то едет. Блин, вот без этого никак. Кому-то надо ехать за мной, а как иначе? Ну, приехали вроде. Все. Пойдем искать. Пошел, проверил. Да, это сюда. Там тоже можно было, кстати, повернуть в первом повороте. Обязательно сюда под барьер ехать. Ну ничего, поехал бы задом. Там бы легковые подождали. Это не моя проблема, блин. Хотя, в принципе, я понял, здесь заезд. Там машина выгружается, да? Я так понимаю, за ней я встану на выгрузку. Здесь мы встанем. Переоденемся. И будем ждать. Так будет правильнее. Вот здесь я мог... А, нет, тогда... Ну да, я там мог заехать и вот здесь повернуть направо. А выезд, как я понимаю, вот там. Все, переодеваемся. Чай я хотел налить. Ну что, ребят, все, выгрузились буквально... Сколько времени тут? 8:57. Я даже не знаю, сколько. Сейчас мы посмотрим. 57. Очень быстро, буквально 40 минут. Сначала начали звонить куда-то. Я думал, уже сейчас выгружать не будут. Но в итоге все в порядке. Спрел я. Написал, как обычно, что дальше. Я жду ответа. Не знаю, туда выезжать пока не стоит. Ну, минут 5 постою, чай попью с печенюшкой и поеду куда-нибудь. Потому что стоять здесь нельзя. Куда ехать, фиг его знает. Так что вот так. Ладно, будем ждать задания. Получил ответ от диспетчера, ребята. Пока груза нету, ехать на паркинг. Но я написал, иду в сторону Лейпцига. Надеюсь, какой-нибудь по дороге сейчас паркинг найти. Будем ждать. Странно, я думал, они уже вчера имели мне в виду какой-то груз. Как-то тоскливо. Как спокойно так на дальний рейс. Хлебись куда-нибудь, в Швейцарию, Италию. Пошел и пошел. Едешь и едешь. Только в конце работы о паркинге думаешь и все. А тут вот приходится ждать. Я не знаю, порой вот действительно правило, блин, лучше плохо отдыхать, чем хорошо ехать работает. Но по мне так лучше, блин, ехать. Как-то дискомфортно себя чувствую, знаете, как вот типа ненужный человек, когда нету работы. Хотя
Арит, говорит, 2 дня один раз стоял. Работы не было. Это, конечно, пипец, блин. В будни, да, представьте себе, что человек может думать. Ну, у нас не за километры платят, так что... Ладно, поедем. Найдем какой-нибудь паркинг-плейт, чтобы отдыхать. Может, там какой-нибудь кофея выпить нормальненького. Ой. Вот с машиной уже, ребята, освоился, реально. Только единственное, с адаптивным. Ну, спросить мне, у Яна надо. Ну, как-то на парк не подходил он ко мне, а я... Как вам объяснить? Погода плохая, что я буду за ним бегать, блин? У него там машины, у них там проблемы с машинами какие-то, блин, 2 разбитых стоят. Кого-то увольняют, 2 даже сразу уволили. Каждого по своей причине. Ну, хорошо, хоть не за алкоголь. Какие-то есть причины на это. Вот. Я не из тех людей, которые за начальством бегают, там, блин, в попу целуют. Я таких даже вот нашей профессии в Хестеркампе насмотрелся, честно, блин. Бегают за механиками. Ай, блин, ладно. Ну и к баню. Вот. Короче, вот, будут проходить мимо меня. Хотя он мне обещал на выходных кабель принести, но так и не принес. Ведь надо эту проблему как-то решить. Газ это хорошо, но у меня нету кастрюли, блин. И газ имеет такое свойство заканчиваться. Знаете, как это? Говорят, ха-ха, бензин кончился. У меня где-то 1,5 баллона. Я даже не знаю, сколько у меня в этом баллончике осталось газа. Один еще есть. Надо братишку посмотреть. Вот, попросить, чтобы он в Польше прикупил 4 баллончика, а может быть и 8. Когда будет ехать. Там дешевые они. Мало ли, может быть, встретимся, так передаст мне. Ну, они встретятся, так дома заберу. Хотя, братишка, привет тебе. Сделал медицинскую экзекуцию себе. Слава богу, все в порядке. То я волновался. Вчера с ним по телефону разговаривал дома. В пятницу, походу, уже стартует, а может на следующей неделе. Ну вот. Так, нам как-то выезжать надо сейчас направо, потом налево, чтобы баги ездить, что ли, по городу. И на банк пойдем. Там, я думаю, что где-то будет паркинг какой-нибудь. Далеко уезжать не буду. Может 3 часа останется постоять. У меня сейчас там видос, особо заняться нечем. Видос сохраняется. Редактор как бы занят. Надо что-нибудь подумать, какую-нибудь плюшку. Ой, блин, мне же не сюда, мне дальше. Ёпарасы. Мне на следующем повороте. Я думаю, что-то как-то я не туда поехал. Я бы в другую сторону поехал. На Берлин бы поехал. Что-то мне показал в левую, блин, полосу. Нехороший. Надеюсь, я в правильном направлении пойду. Ну, вариант тут будет, я говорю, 2. Либо на Лейпциг пойду, либо на Берлин. Вот всегда интересно думать, мечтать, а куда тебя сейчас пошлют? Ну, на Ригу точно не пошлют. Я думаю, найдут какой-нибудь дальний путь. Я бы с удовольствием съездил. Сейчас бы выехал бы сегодня, загрузился, пошел бы
куда-нибудь на Италию. Спокойно в понедельник был бы на выгрузке. Причем в субботу у меня 24-ка, то есть я могу ехать. Не знаю, как-то все устаканилось, ребята, сейчас. Я себя, может быть, стал правильно вести. А то тогда как-то немножко, недопонимал ситуацию, как тут организована вся эта. А сейчас в основном я работаю с диспетчером Артемом. А Оля только там звонит мне по необходимости, какую-то информацию спрашивает. Кстати, мне домой пришло 2 карточки, как я понимаю, одна страховка медицинская, а вторая типа налоговая из Германии. Вот уже смотрите, я только 2 недели отработал, а жена вчера написала, что мне уже пришло 2 конверта. Вот так. Как бы. Тут у меня, информация поступила, из Хейстеркампа, от коллег, ребят, кто работает в Хейстеркампе. И она, я вам скажу, в отношении Хейстеркампа достаточно негативная. Просят меня, чтобы я рассказал на канале об этой ситуации, но я, честно говоря, как-то даже не знаю, рассказывать в каком тоне, в каком ключе. В любом случае я могу сказать, что она, наверное, патовая для ребят, кто давно работает, а также для украинцев. Потому что, если коротко сказать, много не дают больше работать. Если украинцы там работали по 3, по 4 месяца и уезжали, потому что нельзя им ехать на родину. Сами понимаете, по какой причине. Народ очень любит независимость, но домой ехать не хочет. Ну, у каждого свои права. Может быть, они как называется, пацифисты, да? Ну ладно, об этом я не буду говорить, но вот для них, короче, беда. Если для белорусов, вам какую-то информацию получают более-менее, то для них беда. Что там такое? Что там написал мне, что он это? Блин, ну что ж такое? Нет. Про палеты спрашивают. Или какой тормознутый этот самый телефон. Значит, груз нашли, наверное, какой-то. Про пустые палеты спрашивают. Так вот, белорусам-то, я думаю, тоже хочется работать подольше. По 2 месяца, да, там, по 3. Но они-то могут домой вернуться, а вот украинцы нет. Как-то так. Ну и мне, соответственно, не по приколу 5 недель работать и потом 2 отдыхать. Как там это происходит, как ребята говорят. Так что не знаю, что тогда они звонят, набирают людей. Наверное, потому что понимают, что ветер дует в сторону того, что будут сопротивляться. Ветераны, так сказать. А на молодежь всегда можно сбрасывать. И, как всегда, да, в таких ситуациях, что у нас говорят, не хочешь работать, свали нафиг. На твое место 5 человек за забором стоят в очереди. Я это проходил, я это знаю. Я не знаю, как это сейчас в Хейстеркампе, я просто вам рассказал, что не дают много работать. В этом основная причина. Народ как бы набрали, а работать не дают. Фиг его знает, 5 через 2. Ну, хотя, может, кого-то и устраивает 5 через 2. И даже есть информация такая, что звонят и просят, ты не хотел бы еще подольше побыть на недельку? Задержаться. Ну, это тоже неплохо, если летом. Если бы зарплата была адекватная. А так, вроде пока еще ничего не повысили с Нового года, хотя обещали.
как мне говорили. Ну ладно, забудем про Хейстеркамп, у нас своя работа. Я думаю, что сейчас какой-то груз мне нашли, найдут, либо сейчас пришлют. Потому что не зря про пустые палеты спросили. Не зря. Но про пустые палеты почему могу спросить? Что будет полная загрузка, а там палеты не меняют. Либо наоборот, загрузка там, где палеты меняют, а у меня их нет. А за палеты как бы надо платить, получается. Фиг его знает. Кому надо платить, не мне уж точно. Так как-то мы пошли, блин, сейчас через город что ли пойдем. Мне это, блин, не надо. Мне надо, блин, на паркинг остановиться. 15 километров было написано до паркинга. Но главное, по дороге никакого нет. Чтобы заехать. Там какая-то заправка рисуется где-то. Но как-то я что-то не вижу. Блин. Надо было в сторону Берлина тогда ехать. Ну что-то через город идем. Ладно, пойдем. Только что, блин, видел, какая-то заправка была. До Лейпцига 110 километров. Нам туда не надо. Нам нужно на паркинг. Это Дрезден, я так понимаю. Дрезден, блин, по-моему, это один из городов, который подвергся полному уничтожению. Бомбардировкой, блин, союзных войск. Причем ненужной бомбардировкой, ненужным уничтожением. Много секретов хранит история. Зачем это надо было? Есть всяко разные версии. Но не на этом канале. Есть каналы такие, как про историю, потом неопознанная история, удивительная история, правильная история. Там об этом рассказывается. Просто такой вопрос, блин, почему Венеция под реками, блин, Твери находится на глубине 3 метров? Почему, блин, на мостах Твери, Венеции, да, что, ну, не строилась Венеция на воде, все это затопило. То же самое и с Санкт-Петербургом. Почему, блин, на 3 метра вглубь набережная облицована гранитом? Кому это надо было под водой класть гранит? Причем класть так же, как он находится наверху. Ну ладно, если интересно, найдете эту информацию. Ну а нам 5 километров до паркинга. А там посмотрим. Вот видите, немцы, вот у них, если какая-то машина сломалась на дороге, они становят на обочину, сами одевают жилеты. Количество жилетов должно быть столько, сколько пассажиров в машине, никак иначе. И уходят из машины, становятся там метров 20-30 в стороне. Я уже не один раз замечал. Не сидят же тут в машину, когда приедет помощь, СОС. А именно вот таким образом. Я думаю, это правильно. Я не думаю, я считаю, это правильно. Сколько случаев было? Начинает вылазить из машины, сбивает его, блин, двери откроет, сидит жарко ему в машине. И хорошо еще там треугольник поставят. А так просто на аварийках стоят. Ой, а если еще и в багажнике копается, сколько было, либо в движке копается. Все, машина сломалась, вышел из машины и ждешь помощь. Так, ну что там, как
далековато, блин. Паркинг, блин. Еще 4 километра. Что-то я вот понять не могу. Что-то меня обогнал, блин, и еле ползет, блин. О, баги. Интересно. Вот что-то баг проверяет, блин, легковую. Бусик. Первый раз вижу. А может не проверять, может просто стоит, дежурит под прикрытием. У меня коллега сейчас говорит, стою на 45-ке. 45-ка заканчивается где-то в час. 9:30 позвонили, блин, сказали, надо отцепить прицеп, прицепить. Другой человек возьмет. Блин. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, вытащил карточку, поставил аут, подцепил прицеп, отдал, вернее, прицеп, подцепил другой и засунул карточку. Я говорю, ну ты даешь кадр. Так же нельзя делать, ты же прервал 45-ку. Да нет, он показывает, что все в порядке. Я говорю, ты прервал 45-ку, дружище. Делай распечатку и пиши, блин, что у тебя такая вот ситуация. По указанию из офиса пришлось, блин, тыры-тыры, 5 дыр. Тогда надо было, блин, вытаскивать. Потому что это реально твоя проблема. Ты должен на 45-ке вытаскивать чип. Тем более на базе. Как-то вот так. Блин. Это значит, тогда тебе следующая пауза должна быть «Мама, не горюй». Просто реально «Мама, не горюй». 45 плюс 2 раза. Ну, немного. Сколько ты тот раз не достоял до 45-ки, до 24-ку стоял. И сейчас сколько. Ну, сейчас-то ладно, если там это 3 часа. Ну, а там, может быть, и 17, и сколько, фиг не знаю. Не-не-не, с этим не шутят. Тогда, я говорю, тебе надо было просто, чтобы другой водитель сел в машину, которому нужно было, со своим чипом. Вставил его во второй слот. Ну, я не знаю, правильно это, неправильно, и поехал бы со вторым слотом, потом вытащил бы машину. Наверное, так правильно. Кстати, кто-нибудь может подсказать? Вот реально, в такой ситуации можно второму водителю как бы вставлять карточку в слот во второй и чтобы вот так сделать, проехать, потом вытащить карточку. Это же не будет нарушение. Ну что, там дороги нету, что ли? Чуть назад поедем. Вот, блин, надо именно вот так ехать. Так. Очень много водителей думают вот настоящий момент, наперед не думают. Ладно, пойдем сходим булочку